Привет, ребята! Рад снова видеть вас на нашем канале. Рад вообще вас видеть. Я по вам соскучился. Остин пропустил, блин. Ну чё, влог с Кёльна. Но дело в том, что мы еще не в Кёльне, мы в Белграде. И я начал влог здесь неспроста. Дело в том, что мне очень сильно хотелось показать вам, как ребята готовятся к сезону. Поэтому сегодня у меня получилось договориться с одним из игроков. Мы к нему поедем, и нам расскажут, как проходят все эти процессы. Надеюсь, вам будет интересно, потому что мне самому очень интересно. Заказываю таксу и едем в офис Team Spirit. Здорово, Димка! Здорово. Че сейчас сказать? Сейчас мне прав. Понял. Подожди, что? Не мешает, не мешает. Короче, пока Димас тренируется, я решил вам показать то место, где мы сейчас находимся. Место сзади узнаете? Здесь мы снимаем медийку. Но сейчас тут что? Тут стол, телек, PlayStation, кресло и, конечно же, растения наши любимые. Говоря про растения, у нас здесь есть вот такие вот дружочки. Такой на него смотрю, прямо вообще, блин. О! Я предлагаю вам зайти в комментарии и придумать имя вот для этого молодого человека. Пишите в комментарии, какое имя дать этому плющу. Или кто это? Мы выберем, запостим, и вот этого дружочка будет звать именно тем именем, которое выберете вы. А комната, где сейчас сидит Дима, тоже часто используется для съемок на медиаднях. Там мы снимаем форматы за компами. И у нас есть еще одна зона, она находится там, но сейчас там кое-кто тренируется, и туда пока что нельзя. Зато у нас есть душ. А еще у нас тут есть сейчас вот такая штука. Кнопочка за 100 тысяч подписчиков. А если вы все еще не подписаны и смотрите наш контент, подпишитесь. Нам будет приятно. Ладно, там Дима закончил, пойдем поспрашиваем его. Димка. Здорово! Мы на камере уже поздоровались. Во-первых, вот изначально мы договаривались, что я в гости приеду домой, но мы в офисе. Ну, просто у меня отключили интернет, и мне нужно сыграть праки, и круто, что мы можем... Ну, я могу приехать в офис и поиграть за компом, типа, нормально потренироваться. Как у вас вообще тренировки вот проходят? Вот подготовка сейчас скоро Кёльн начинается. Да, в принципе, мы вышли с отпуска где-то числа, наверное, 8-го. Потом начали играть праки с Ваней. У меня очень скилловый чувак. И пока как бы стараемся внедрить Ванька, чтобы он понимал стратегии там наши. И мы, чтобы в том числе набирали форму. Но пока вот так как-то происходит. А как день вообще тренировочный выглядит? Ну, я вот сегодня пришел типа 9:30 где-то. Где-то с 10 уже за компом сижу, делаю там чай-кофе. Потом сижу, смотрю демки, либо просто КС. Потом у нас праки, где-то с 11 у нас сначала разбор, примерно час мы где-то разбираем. Просто то, что нам нужен материал, который мы должны улучшить. А потом идут праки, 5-6 праков обычно. 5-6 штук подряд? Да, подряд. У нас обычно есть перерыв 15 минут после, как правило, заканчивается, мы где-то 45 заканчиваем, и у нас 15 минут отдыха. Комьюнити ворчало, что вы тренируетесь на буткемпе. Так. Как вы к этому пришли вообще, когда и почему? Я думаю, что на данный момент мы все равно будем на каких-то буткемпах появляться, потому что у нас новый состав. Там у нас будет, наверное, перед какими-то чемпами неделя буткемпа. Все равно мы взрослеем как команда, и в любом случае мы будем к этому возвращаться. Когда я только пришел, были буткемпы, 2 раза было буткемп, было все окей, просто тот материал, который мы на этих буткемпах проработали, мы на нем дальше ездили, но это не в плане тактика, а вообще, в принципе, взаимоотношения людей. Потом уже мы решили немножечко отказаться. Вот, и я думаю, нам пошло на пользу. В любом случае, мы какие-то чемпы выиграли, какие-то проиграли. Ну вот мажор мы, допустим, выиграли. Никто вообще не знал, что мы не были на буткемпе. Мы приехали, выиграли. Это не помешало. Да, это не помешало. Было тяжело, понятное дело. Допустим, вот Liquid говорили, Нерз говорил, что мы сидели на буткемпе, или кто-то из них интервью давал. Мы сидели очень много на буткемпе, из-за этого на турнирном приехали, мы уже друг друга немножечко раздражаем. Мы такой был контекст, вот, и как раз он про это, я про это разговаривал. Ну вот вы тренируетесь дома, вот какие плюсы? Какие плюсы? Просто то, что ты в своей зоне комфорта находишься, у тебя как бы вот эта домашняя атмосфера, ты спокойно релаксируешь, ты работаешь,
но при этом у тебя есть такое, что ты, ну, не на работе, грубо говоря, типа не на лане, не на турнире, вот, у тебя домашний такой уют. Меньше ресурса своего тратишь на что-то, кроме подготовки, да? Да. Да, или, грубо говоря, материалы Да. усваиваются Да. лучше. А бывает так, что дома наоборот сложнее? Ну, дом это же как такое гнездышко, где ты обычно должен отдыхать, а тут у тебя получается рабочее место. Не превращается ли дом вот в такую котельню? Да, но на самом деле нет. В общем, нам комфортно как и дома, так и на буткемпе. Блять. У меня, блядь, из-за этих брекетов... Я понял, почему мне тяжело стало говорить. Не из-за этих брекетов стало тяжелее говорить. Типа, чтобы правильно произносить слова, мне нужно определенную долю усилий. А, даже настолько? Но, типа, я это неосознанно делал. Ну, обычно, когда ты разговариваешь, ты делаешь это неосознанно. А вот, допустим, у меня нужно прям выводить, типа. Я только это сейчас понял, потому что я начал давать инфу хуже относительно того, до того, как стояли брекеты. А все это из-за того, что это железяки. Я их не чувствую, но мне проблематично, видишь, я не могу. Короче, у нас был опыт и тот, и тот. Конечно, у нас будут возвращаться буткемпы в каких-то определенных периодах времени, потому что у нас новый состав, грубо говоря. Все заебись, короче, у нас. Ну что, мы завтра, или когда там, послезавтра? Мы послезавтра улетаем, поэтому болейте за Team Spirit и поддерживайте нас. Надеюсь, мы выйдем в плей-офф и поиграем на арене. В аэропорту через 3, 2, 1. Па. У меня еще весь чемодан забит, потому что я везу 25 джерси для Зоуи. Вам их еще подписывать надо будет. Что, место есть? Не той стороной. Здесь перекладка. Тебе Влад тоже засунул джерси? Да, конечно. То есть, я думал, я один повезу. Нет, ты что? Владик просто всем распихал. Ну мне не влезло в чемодан. Хочешь получать еще больше эмоций от игр Team Spirit? Тогда переходи в наш телеграм-канал и забирай подарок от наших друзей. Здорово. Вот мы прилетели в Кёльн. Ваня, как тебе в Кёльне? Я в Сербии еще. Ясно. Ваня еще в полете. Ладно, мы в Белграде. Прошли чек. Сейчас идем искать гейт. Будем искать пацанов. Сегодня сбросили Элла. Что ты там ворчал по поводу Элла? Почему ты недоволен? Да, потому что сброс его, по сути, ничего не поменяет. Я как играл нечестно в лобби, я так и буду играть. А когда, типа, вот сбрасывали то, что там у всех 3500 условно, там 3400, это меняло, потому что огромная масса людей, у них там 3000 условно, и поэтому ты как будто в новый пул попадаешь игроков. А из-за того, что у меня 4000, у основной массы там 3, я также буду играть нечестно в лобби, как я играл там в конце сезона. В чем нечестность? То, что за меня кидает двух людей ниже среднего даже уровня относительно их поинтов, потому что у меня типа статистика хорошая. На фейсте подбирают по статистике еще начали. У меня люди, условно, у них там 2800 L, и у них 0.5 КР на их уровне. То есть, они не убивают вообще. И я должен играть типа за двоих людей, чтобы выиграть матч. Это уже типа не вопрос даже тренировки какой-либо, это моего желания, хочу ли я выиграть матч. Если я захочу, я не знаю, если я там на 200% я выиграю, но при этом я не потренируюсь особо. Потому что мне нужно типа очень много действий. Ну хорошо, делать. а если бы тебя сбросили на 500? Ну давай сфоткайся. Сербские фанаты в аэропорту поймали. А ты чё? Ты доволен? Со мной сбросом никто не Элла? фоткается. Хочешь, я хочу стоять сфоткаться, Ванек. Сфоткай нас с Ваней, пожалуйста. Блять, умно. Так, вот, фотка с Ваньком. Ну вот, видишь, я был первый, кто сфоткался. Вот, на. Кто первый, кто сфоткался. Блин, ну как вот 500 Элла тебе зароляет? Ну типа, если бы тебя сняли на 500 больше. Ну, ты я бы играла покатался бы в с новом челами, пуле. которые слабее тебя. Блять, ебать вопрос. Да, удивительно. Так и как ты тогда будешь тренироваться, если челы слабее тебя? Какая стена? Да, у меня не, если у меня не 5000, то меня не кидает против сильных со слабыми. Ага. Если у меня 3400, меня кидает со средними против типа сильных либо средних. Ну я понял, окей, понял. Это просто более равные лобби будут, потому что у меня будет чуть-чуть больше его, чем у остальных. Ну может самое время залететь в премьер? Возможно, что самое время ливнуть 7 раз из игр, получить минус 420 L, и тогда будет все хорошо. Мы такое осуждаем. Если я это воплощу в реальность, я даже не буду чувствовать угрызение совести, потому что людям в команде со мной снимет минус 15, а врагам даст плюс 30. То есть То есть ты как Робин Гуд, получается. Да, за меня люди нихуя не потеряют, а против меня только хорошее настроение. Ты гений вообще. Хорошее настроение забыл. Да, чел ливнул, все. Алло, я выиграл Донка сегодня. Ванек, ты был в Кёльне? Нет, А в Германии был Ну, еще? ты спросишь другое. нет, Ладно, а где ты в Европе был? везде, кроме Давай, Германии. отвечай. Китай, Европа.
Во Франции, в Испании, в Венгрии, Короче, везде, кроме Германии, я понял. Давай в Италии. А нет, в Италии топ-3 страны Европы. Испания. Почему? Футбол? Нет, там красиво. Согласен. И... Ты одну назвал. Подожди. 3 надо. Тихо. Так что, я нигде не был. Ну все. Испания. О, Испания. Финляндия. Фига себе разброс. Да. Так, ну и третий. И Россия. Ты пришел? Че пришел? Тебе пришел. Че ты злой сразу? Все собрались. Мерик на подходе. Я с Димкой, к Димке подошел, он сидит, ругается. Ладно, у нас небольшой сейчас перелет будет. Я знаю, что ты в долгие перелеты книжку обычно с собой какую-то берешь. Да, Сейчас что-то взял с собой? Nintendo. А во что ты играешь? Зельду. Я не знаю, какая это. Мне Nintendo первая, я точно знаю. А какая именно Зельда, я... Switch первый, типа. Да, Switch первая, а какая именно Скорее всего, Zelda, значит, я... первая. Да. И как тебе? Нравится, прикольно. Ну, я типа играю просто перед сном, там минут 10. Прикольно. Я тоже планирую купить Switch. Надо второй Switch. И мне говорят, что типа нужно пройти Зельду. Если ты любишь РПГшки, нужно пройти Зельду. Пока игра офигенно, на самом деле. Понял. Прям Ладно. круто. Я прохожу и кайфую. Ладно, я на самом деле про книги хотел спросить. Мне давно еще было интересно. Это вот про книги Лёни. А ты что-то интересное прочитал сейчас? Просто обычно Дима говорит, что типа я вот там такую книжку читаю. Ну, еще у нас по книгам еще спец его здесь нет, это Мирослав. А Мирослав много читает. Да, но у него более биографическая или какая-то связанная с психологией вещь он читает. Я художку читаю только. Из Современных последнего- или- Не, последнего «Братьев Карамазовых» дочитал. Очень классно. Лучшая книга, которую я читал вообще. Прочитал для теста Сартра «Тошноту». Нихуя не понял. Вообще. Сейчас читаю «Блеск и нищета куртизанок». Ага. Очень нравится. Есть подкаст Куджи А. подкаст. Там был, я считаю, один из лучших подкастов с Евгением Жариновым. И он рассказывает там про книги, про сериал. Вообще очень интересно. Там он про Пелевина рассказывает, то, что он думает, что это не писатель, а проект и прочее, и прочее. Он рассказывает про что такое книги-фельетоны, рассказывает про то, как писали раньше книги вот, писатели, которые были, ну, не дворянинами, да, а обычными, по типу Бальзака, Достоевского, Дюма, такие, которые писали вот книги-фельетоны. Что это значит? Это как сейчас сериал выходит или манга. То есть они писали главы по неделе. То есть неделя новая глава, неделя новая глава. Ничего Потом, себе. да, они читали отзывы об их главах и могли менять мнение из-за отзыва, например, и делать новый сюжет. То есть, нифига. да. Умом. А почему они так делали? Потому что они были бедными, и они выдавали сначала в газету по главе, и за каждую главу получали деньги. Когда полностью выходила вся книга, они собирали ее в книгу и еще раз тиражировали, чтобы получить двойную оплату. Вот этот подкаст один из самых интересных, который я смотрел. А ты в школе любил читать? Нет. Я читать начал вообще очень поздно. Есть такое, что ты сам просто в один момент щелкнул, и ты такой, блин, хочу прочитать что-то типа старое. Слушай, до школы я читал максимум Гарри Поттера, потом Артемист Фаул мне очень нравилось. Это, короче, что-то такое детское, чтивое, типа детский Шерлок Холмс. Потом читал «Властелин колец», что лет под 18. А потом интересно было прочитать там «Граф Монте-Кристо», «Трех мушкетеров». Я помню, поехали мы, когда первый мой отпуск, я просто весь отпуск читал «Трех мушкетеров». Было интересно очень. Ну и там перешел там, на всякие разные книги. Поэтому, да, книги очень интересно читать и с кайфом. Я вот постепенно сам начинаю к этому приходить. Я недавно меня просто стрельнуло, я лежу вечером и думаю, блин, я хочу «Идиота» прочитать. Помню вообще мельком, что там было, но я лежу и думаю, мне надо. Вот оно, а я в школе вообще не любил читать. Типа. Все, что я читал, вот я помню Гоголя, все. Мне кажется, просто же надо, чтобы самому интересно было. Может, каких-то других книг начинать. Нет, в детстве были интересные книги, я уже, честно, не помню, какие. Но вот все, что касалось классики, никогда не интересно было ничего вообще. А сейчас наоборот такой, так, надо прочитать Чехова, надо прочитать там Гоголя, надо прочитать Достоевского. Короче, все, садимся в самолет, он там сзади, ребята потихонечку проходят контроль последний, билеты. Летим в Дюссельдорф, из Дюссельдорфа едем на машине до Кёльна. Тонко. Что, мы прилетели в Дюссельдорф, забрали чемоданы, сейчас идем в трансфер с ребятами, поедем в Кёльн, до Кёльна с Дюссельдорфа ехать 42 минуты. Как приедем, заселимся, пойдем, наверное, смотреть практис, надеюсь, его
быстро дадут. Вот, пожалуйста, welcome to Germany. А вот и наш трансфер. Короче, да, сейчас заселяемся и пойдем смотреть практис. Hello. Nice to meet you. Yeah. Блядь, селиться Леня сразу доставочку, надо быстренько. Я снимался в ахуе. Вообще, мы только приезжаем к нему, просто курьер с едой подходит уже. Вот это мы с Владосом идем делать заселение. А потом мы пойдем практис смотреть. Нам нужно игрока какого-нибудь, чтобы реакцию. Донг, чтобы он кричал так же. Нет, да какой-нибудь там Даня максимум, ну как всегда, я открою дорогу, это наш практис. Вот мы здесь, Даня, скажи что-то, да и весь. Ну, практис, в принципе, норм, скажу, кондер хуйня или не хуйня, и все. В скобочках, не, кстати, у нас будет охуенный практис. Так. Ебать, смотри, какой у нас стол. Просто, Ничего себе. Хочешь, я суплю, можешь окошко поставить? Ой, спасибо. Ну, готовиться ты у окошка спал? Нет. Да. Готовиться ты спал, а я буду здесь. Все. В Китае точно, мы по очереди. Hello. О, hello. Hello, sir. Здорово. Здорово, братан. Здорово. Я нашел, вот это все. Where do you wanna go? Downstairs? Zoe. Нет. Я тебе зову. That's everything. Контент, team менеджер, вау. Team Personal badge, йоу. Specifically made for you. Yeah, thank you. You've been here before, right? You know where the player lounge is. Тим Кон. Подожди. Ебать. Охуеть. Охуеть. Еть. А можно мы тут всегда будем? Это жесть. Ебать, топ-1 практис покажет по внешнему виду. Так, вопрос, где кондиционер и где самое теплое место? Чтоб я не умер. Кондей сверху, я так понимаю. Ебать, я сдохну так. Там Accreditation. не сесть, чтобы не было холодно. Здесь везде одинаково, скорее всего. Если все одинаково, здесь веселятся сверху да нет. Если будет холодно, просто можно выключать. Не угадаешь все равно с первого раза. Я здесь. Что Конечно, стулья тут вообще на приколе. Что тебе объяснить? Смотри. Объясни мне вот это зачем? Кому от солнца. От солнца? Да, да. Типа ты от солнца светит, ты вот так закрываешь, типа лучи не попадают. Ну, знаем. Прикольно. Это просто Он травма. просто божественный. Владос пилит контент, Я чё? пилю контент. Это лучший практис, в котором мы были. Ну, за долгое время. Нет, бегом дальше. Поэтому дальше лучше. Но это, короче, топ-2 практис. Короче, мы получили практис, вот этот. Он очень большой. Тут всё- Огромное, просто можно из вертолет посадить. Да. Blackbird. Компы тут светящиеся, клево. Данек в восторге. Но я так понимаю, этот практис у нас не на весь. Я надеюсь на весь, но по правилам вообще он не должен быть на весь, потому что Valve выпустили новое правило, и все команды обязаны быть в одинаковых условиях. По трансферу, по еде, по практисам, по всему в одинаковых условиях. Все должны быть одинаковые практисы. Это не одинаковые условия. Но мы пока не на турнире официально, у нас официально заезд 24-го должен Как быть. они узнают? Поэтому все. Как они узнают? Если в соседней комнате сидят. А если мы не скажем? Они в соседней комнате Я сидят. капитанирую нахуй дверь. А чё, Зови, что будем делать, Зови? Мы будем... Медичка. Медичка, мы будем сниматься. Завтра у нас медиа-день, но это медиа-день для Зои И для меня. и для Дани. 8 часов, блядь. Ну, сейчас еще ребята подойдут, посмотрим на их реакцию. А так, сегодня что сейчас? Че, мы идем смотреть на этот самый, на собор кельтский? Конечно. Прям сейчас. Так это мы там были. Ты чё? Ник не был. Тебя не было с Да. нами. Не, я бы реально съездил. Иди Похуй. 5 минут. Ну не 5, но больше. Ты с моим темпом 5. Это же моя школа. Школа ходьбы от имени Владислава Дроздова. Это выпускник с золотой медалью. Ты Можешь чё? показать свой темп ходьбы? Нет, я тут разъебусь. Тут мало места. Тут мало места. Там Пока разгон вообще возьмешь? лютый. Да. Да, там разгон лютый вообще. Надо пожать, Ник. Я тоже хочу есть. Пошли в снэчную. Я хочу краба. Мы идем в снэчную. Ладно, Владос, давай мега быстрый обзор на снэчку. Сок апельсиновый, сок яблочный, вода. Вода с газом, вода без газа. Тарелки. О, еда. Какой-то шницель. Я сосиски. Имба! Это я Тут что-то было, тут тоже что-то было, тут это навал. Понятно, неинтересно. Идем быстро сюда. Инструмент принес. Сделайте. Владосик, что ты устроился, блин? Суету. You're helping? I'm helping. Седа тут тоже что-то приходит, суету наводим. Let's see who makes it. Хуйней страдаем. Лампочку прикручиваем. You sure you won't break it? No. You're not sure you won't break it? I'm sure I won't break it. Already break it.
Так, ну-ка, показывай. Что показывать? Показывай стату. Давай, последних игр. Ебать, КД-4. Да, ну в целом вообще, это серьезно, вот это вообще страх. Этого бояться надо. Все ради блядского стула, нахуй. А почему ты разбираешь второй? А? Потому что там разъебаны гнезда. Ну что, вот и день прошел. Прилетели, заселились, распаковали чемоданы, закинули девайсы на столы. Ребята вот сидят, играют. Сейчас уже поздний вечер. Ребята докатают фейситы и пойдут спать. Короче, идем отдыхать. Увидимся с вами утром. Спокойной ночи. Доброе утро. Мы проснулись, попили кофеек. Идем на медичку Зои. Вот Брайан, кореш нас. Здорово. Йоу, what's up? Нас тоже снимают. Эй! Эй! Вань, я тебя посвящаю в медиа, смотри. Знаешь, какой прикол? Ты садись, отдыхай, Дон все сделает. И еще Шира, возможно, немного. Не, я не буду. Мы втроем просто можем отдыхать. Наш базовый медиа-день. Дон ебашит, мы отдыхаем на поддержку. У тебя все получится, ты молодец. И тебе сейчас так похуй на мои Не, слова. парни, там стульев много, там мышек всем принесли, на всех хватит. Молодцы, блядь, как я люблю их вообще просто. Короче, да, мы пришли в специальное место, которое подготовили Зои. Сейчас у нас начнется медиа-день на часах 10 утра. И это будет происходить весь день. Часов 8. Со мной Брайан, это пиар из Зои. Сейчас он нам расскажет, что сегодня будет вообще происходить. Can you explain this? Yeah, sure. Today's shooting, the first part is you need to, the whole team need to shoot some photos and experience some new prototypes of Zowie and secret part of some of our unreleased product as well. And the second part, they're gonna shoot some videos and it's gonna take the whole day and hope the team will find their way to work it out. Если вы не знали, если вы не смотрели влоги из Шанхая, если помните, мы ездили в офис Зои, там нам показывали секретные девайсы, которых еще нет на рынке. Вот, сегодня они привезли их же, только доработанные. Я не могу их показать, к сожалению. Но поверьте, когда это выйдет на рынок, вы захотите это купить. Это очень круто. Я записал реакции ребят на эти девайсы, но они буквально вслух произносят, что это и что это за модель, и говорят, как это круто. Вот, но вставить я это не смогу, поэтому придется поверить на слово. Так, у нас небольшой перерывчик. Мы потестили кучу новых штук от Zoe. Димка вон себе забрал тоже девайсов. Немного, еще Ого. Да, Димас он взялся, будет тестить, возможно, пересядет на какую-то мышку новую и коврик. Ты мне говорил что-то про настройки? Да, я говорю, тяжело перейти на какие-то другие настройки. Ну, вот, допустим, растянутый и Black Bars, допустим, я на черных полосах играю. Просто проблематично это все делать, поскольку я играю очень давно, и это очень сильная привычка вырабатывается, когда ты играешь на одном и том же. А второе, я не такой человек, который может быстро привыкнуть к чему-то новому, именно смотреть, если на девайсы, потому что я считаю, что есть мышечная память, которая все равно дает тебе в каких-то моментах преимущества, если ты долго играешь на одних и тех же настройках. А также у нас нет момента, чтобы пересесть на что-то новое, поскольку нам нужно показывать результат здесь и сейчас. У тебя нет такого большого времени, чтобы переходить на что-то новое. Даже девайсы, типа, не столько настройки. Наверное, если за это не фониться, то похуй. Но я, по сути, еще с малых лет, типа там, когда мне было лет 14-15, играл в КС, я все там комп настраивал до идеальности. То есть, а сейчас я уже приезжаю, я такой не буду настраивать, потому что мы тут играем. Ну, и не про настройки в КС, а про именно сам комп. Я такой чувак, немножечко фонер. Я верю просто в то, что на чем ты тренируешься, то есть мышечная память, и, конечно, она тебе поможет в каких-то определенных ситуациях. Вот. Если ты будешь всегда что-то менять, что-то делать, у тебя мало экспириенса и дилай, короче. А если вот ситуация во время турнира, прямо во время игры у тебя ломается мышь,
Все в тотал вообще. И те говорят, у нас нет такой же модели, мы можем тебе предложить вообще другую типа модель, другой фирмы, и дают ее. Если это будет супер различаться от моего хвата мышки первоначально, то есть от той мышки, которую мне дали вначале, то мне будет проблематично. Наш медиа-день продолжается. Сейчас вот покушали, пообедали. И сейчас пойдем обратно снимать. Вон Димка сидит. Данечек. У нас пару дней назад вышел подкаст. Мы там говорили про обнову. И вот выкатилась обнова. Убрали Анубис. Вернули Overpass. Ты рад, что убрали Анубис? Смотря с какой точки зрения посмотреть. Тебе играть этот маппул с этой точки зрения? По Overpass прикольнее будет, но, допустим, на фейсте Overpass вообще не играбельная карта. Почему? Широкая карта, нужно типа с нормально использовать гранаты, договариваться, а на фейсте это вообще никто не делает. Для фейста Анубис проще выиграть, чем Overpass. Это Дим. Что думаешь? Я рад, что вернулся Overpass. В принципе, мы весь сезон говорили, что Анубис надо ремовать. Да? Ремовнули. Ну, я попросил Valve, они послушали меня. Потому что Анубис не играбельная в компетитив карта, абсолютно рандомная ебаная карта. Это даже сам типа разработчик, он же выпустил карту, Valve перекупили у него карту, он не может вносить никакие правки. Он писал, что нужно понерфить карту, изменить, внести какие-либо изменения, чтобы сторона атаки стала слабее, чем является сейчас. Да, поэтому, как мне кажется, это неплохое обновление. Просто Overpass они, кстати, сделали много фишек прикольных. Что-то прям поменялось, что Ну, ли? не сильно, но там, типа, в Тигу нельзя запрыгнуть в соло теперь. Это очень, для компетитива лучше, потому что ты всегда фанишь, что там чел стоит, ты смог не можешь кинуть. Сейчас такого нет. Типа, нормально. Воду убрали, их просили очень давно. Нету воды, это круто. Больше нету информации. Вот кто-то мне говорил, что типа то, что воду убрали, это прям, это плохо. Ты согласен с Димой? С его стейтментами? Ну, мне очень нравится то, что наводили вещей, которые могут так или иначе забалансить карту, потому что она, по моему пониманию, очень КТ-сайт, прям жестко. Да. А теперь с мида можешь накидывать флешки над туалетами и как бы скрипты проще делать. Есть в чем и проблема этой карты, на самом деле, на сайте, что теры не доходят до позиций, откуда кидать гранаты, по ним фраги дают. И с этими флешками, даже с учетом этого, что по ним фраги могут дать, они могут выходить спокойно на сайт, потому что там флешки просто теперь взрываются, не только над одной позицией, а она взрывает, буквально флешит все, если челы стоят. Более-менее забалансили. И на самом деле на Б выход тоже достаточно легкий, потому что ты кидаешь смог 9, а его абсолютно можно со всех позиций кинуть. Ну и раньше так было, но просто сейчас больше. We suck. I play so bad today. Ладно, мы тут сидим, болтаем, а нас вон уже ждут. Should we go? Yeah. Нас очень вежливо ждут. Пойдемте, ребят. For now, thank you. Сейчас меня будут жестко ебать. Что делать? Что? Ладно, идем обратно на медийку. Сейчас Данек будет там что-то колдовать сидеть. Здесь стоит сканер, который сделали тоже Зови, как я понимаю. Дани будут сканировать руку, он туда его положит. Они получат данные его руки. Еще здесь есть такая микрокамера, которая будет наблюдать за тем, как Дани нажимает кнопки, чтобы тоже считывать это все и вносить изменения согласно тому, как Дани нравится, удобно, неудобно. Сейчас Зови берут интервью. У Димы мы сидим на созвоне. По-китайски говорят ему, он переводит на английский мне. Я перевожу на русский Диме. Дима говорит по-русски. Я ему перевожу на английский. Он переводит на китайский. И нам так 50 минут сидеть. Я думаю, Дима за это время китайский сможет выучить. Кто? Это кто, мой дорогой? А ты что один-то? Сейчас я перерезу. А что, тебя закрыли, все? Ты как? Как у тебя ребенок? Здорово. Хорошо. С Димой мы закончили с медиа на сегодня. Как вы видели, он встретил своего старого друга, тиммейта. Они остались поболтать. Я бы хотел поделиться с вами, там показать, как они болтают, но я думаю, лучше дать им время побыть вдвоем. А сейчас мы возвращаемся обратно к Зои, в ту штуку, там, где, короче, вот где мы были, потому что Данька тестит девайсы.
Сейчас посмотрим, что они там делают. Разыгрываем полочку за Ого. Что нужно сделать? for Perfection. Что нужно сделать, чтобы... Подписаться на телеграм-канал Ник Вобилк. Так, 2 там Г. Ник Вобилк GG. Окей. Ник Вобилк GG. Дальше я придумаю. И ты отправишь футболку. Нет, ты Как отправишь удобно, блин. футболку. Слушай, классно, ты придумал, брат. Данек разыгрывает, все за меня делает, и мне еще подписчики. Неправда. А так, вы встречаетесь с Зоуи почти на каждом чемпионате? Да, Буве. Удонка гениальный план. Удонка, блядь. Так это ты предложил. Как рыба, блядь. Удонок. Удонка. Короче, у Дани гениальный план. Торстей Том. Hello. Here is where Team Spirit is actually practicing for Korean Zimmermans. They will be later go to like ESL practice room, but for now this is how we actually like rent a room for them. Мы не скажем. Yeah, that was really quick. We don't want to disturb too much. Okay. Thank you guys. Thank you, Shad. What's your favorite team in this tournament? The favorite team, Yeah. you know, but I can't say, you know. So I'm gonna go with Spirit, right? That's not honest. No, okay, no, I can say I of course understand. Vitality because of the French player, but I'm actually really looking forward to see how far can make Gamer Legion because I know Kersey really well. Played with him like several months, you know, in 2023 when I tried to create like a project that didn't work, but I played with him for 4 or 5 months and he's a really cool, nice guy. And I think he got the good mentality. Kinda like looking above him, you know, and I'm hoping he's gonna do good. So yeah, little eyes on the Gamer Legion for my boy Kersey. Okay. What do you think about our roster? Like, we have a new player. There are different opinions on this. What are your thoughts? I think it's positive because I think it's gonna bring you like more firepower, and there's also things that you cannot be blocked about not being able to lift trophies, you know, or winning, like losing in playoffs. And when you lose like that, like 2, 3, 4, 5 months, then it's hard to create a new dynamic with the same roster, you know. So by just switching one player, sometimes it's actually like just to create a new dynamic. So I think it's really like positive for you guys. Okay, we'll see. Well, thank you. You're welcome. Thank you for your work. Весь день сегодня с ними снимались. So, bye-bye. See you tomorrow again. See you guys. Good luck, guys. Good luck. Good luck, thank you. У нас кончилась медийка Зови. Весь день сегодня мы с 10 утра, сейчас вот 5 вечера. Пацаны всякие метрики делали, там вот это вот штуки, тестили девайсы новые. Устали все. Сейчас пойдем ужинать, а потом у нас в 7 будет сбор. Так, смотрите, получается по планам на ближайшие дни. Сегодня была медийка, сегодня нужно будет сделать индивидуалку, это час, либо час стрельбы, либо пару миксов. Ну чё, все, подошел этот долгий, тяжелый день к концу. Ты устал? Нет. Не устал? Нет. То есть, ну, сейчас вот время 11:30. Что бы ты сейчас сделал? Ты пошел дальше играть? Играть 10 фейситов подряд. Зачем? Тренироваться. Да, бро, надо тренироваться. Да. Ваня сегодня стал топ-1 фейсита. Ванек, Леня на стриме у себя говорил, что там были дни, когда вы проходили чисто теорию с тобой. Ты можешь рассказать, что такое теория? Типа, что ты учишь? Ну, типа раунды просто. Ну, типа вот у нас есть какое-то слово, понял, которое произносится Леней условно, и сразу все понимают, что делать. Вот эта история, где Леня говорит, делаем фейс, рапса делаем. И ты такой, ага, это значит, надо побежать туда-сюда. Да, это не означает, что типа кому-то куда-то надо пойти, это просто там захалдиться, условно, побежать там. Окей. Вот это. А как ты учил? Тебе скинули PDF-ку, где типа 50 страниц с названиями и с расшифровкой? Не, мне объясняли просто. Просто На словах, показывали да. и... Ну, типа у Лени это записано, типа для него и для Сереги. И он нам уже более понятно, типа, объясняет для каждого. А ты Но себе для меня это записывал так. куда-то? Ну да, мы все записывали. В тетрадочку? Взамен, как в Стиме. И я слышал, что ты быстро все выучил, и сейчас вообще как орешки щелкаешь, все понимаешь. Ну, у меня на самом деле просто роли такие, типа, я во многих колах одно и то же, типа, делал. Поэтому там не очень много, на самом деле, запоминать, в отличие от других игроков. Как тебе в целом? Вы начали тренироваться, Дима говорил, с 8 числа. Как ты себя ощущаешь вообще в команде? Какой вайб?
Тебе уютно. Охуенно. Когда ты приходишь из команды, очевидно, ниже уровня в такую команду типа Тир-1, у тебя не может быть типа плохих чувств. Даже если типа тебе что-то некомфортно, ты все равно типа вспоминаешь, ебать, сейчас Спирит, и типа тебе становится похуй на это остальное. Поэтому типа негативных чувств никаких не может быть. Просто типа кто честно. Как ты индивидуально себя ощущаешь? У нас первая игра будет через 2 дня. У меня комп лагает. Ну, Ваня говорит, что комп лагает, а Леня в это время сидел рядом с ним и говорил, блин, эти компы супер, нам бы такие компы в наше время. У него тоже лагает. Не, ну у меня вроде сейчас нормальная индивидуальная форма, просто из-за, ну вот прям пока что в практисе, по идее у нас другие компы будут, время 250 FPS, типа картинку рвет пиздец. По идее на следующих компах лучше должно быть. Пока что я просто не могу объективно свою форму оценить на таких компах, потому что непонятно, типа я рандомно, возможно, убиваю половину фрагов вообще. Типа как зарягает комп. На нормальных компах уже можно нормально будет пошмалять. Думаю, на этом стоит закончить влог. Спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пальцы вверх. Да. Пальцы вверх. Да. Пишите имя для растения, я не шучу, мы реально повесим на него табличку с именем. Мы вас любим, ребята. До скорых встреч. Пока-пока.